Почему малыш не говорит? Сейчас все чаще приходят родители и говорят: вы знаете, мой малыш совершенно не говорит и постоянно тянет меня за ручку. Например, ему что-то надо, он подходит ко мне, тянет меня и показывает моей рукой. Так вот, на самом деле наши дети приспособились без речи с нами общаться. И существует невербальный тип общения. Невербальный тип общения – это когда ребенок использует жесты или мимику, чтобы получить то, что ему хочется. И мамы его понимают. Поставьте лайк, если у ваших знакомых есть тоже такая же ситуация, что ребенок тянет маму за ручку, и она ему все дает, потому что его понимает. Вербальный уровень общения – это уже когда у нас с вами появляется речь, позже письмо и диалог. При вербальном типе общения ребенок обязательно воспринимает нас с вами как собеседника и получает от этого большое удовольствие. А у наших неговорящих деток, к сожалению, уровень общения и мотивации находится на более низком уровне, поэтому они с нами не общаются и не воспринимают нас как партнера для коммуникации и совместной игры. Смотрите видео до конца, там я расскажу 3 интересных игры для запуска речи, чтобы ваш малыш обязательно стал с интересом с вами играть. Часто мамы говорят, что мой ребенок хочет получить желаемое тут же, сиюминутно. Он тянет меня за руку, и если, не дай бог, я его не понимаю, он начинает закатывать истерику. Многие мамы говорят, что если вдруг ребенок не получил желаемое, он тут же начинает топать ножками и закатывать истерики. Нам вроде бы уже больше 2,5 лет. Наши соседские детки уже говорят: а мой только мычит и показывает пальчиком. И как же быть в этой ситуации? Также родители рассказывают на диагностиках, что у наших неговорящих деток очень интересная игра. Например, он играет в игрушки, но если стоит мне подключиться, он может тут же все раскидать. Он будет плакать, он будет отбирать у меня свои игрушки. Или просто может молча уйти в другую комнату. А почему же так происходит? Дело в том, что ребенок не может долго концентрироваться, и у него в основном уже выстроена своя элементарная примитивная игра. Как правило, это выстраивание в ряд, потому что это действие отработано, и оно более легкое. И когда родители хотят внести свой сюжет, ему это не нравится, поэтому вы встречаете такую ситуацию. К тому же, как правило, наши неговорящие детки, они с трудом понимают обращенную речь. И если мама говорит большими, длинными фразами, то ребенок вообще, к сожалению, не понял, а что она сказала. Напишите в комментариях, а как ваш ребенок получает то, что он хочет, какие способы он использует, как он общается, использует невербальные методы, жесты, мимику, слезы, крик, или все-таки старается сказать хотя бы одним словом и показать пальчиком. Дело в том, что наши детки, которые не используют речь, они привыкли уже добиваться желаемого. И я вас понимаю, почему мамы начинают с полуслова, с полужеста, я бы сказала, выполнять любую просьбу. Лишь бы малыш не плакал, лишь бы дома было тихо. Но на самом деле, если разобраться, то у ребенка просто не сформированы базовые навыки. Это умение ждать, умение работать в партнерстве, когда один говорит, другой молчит, один делает ход какой-то, другой его ожидает. Наши детки не понимают сложных инструкций, поэтому ему очень тяжело понять вашу мысль, которую вы пытаетесь до него донести. Также снижена концентрация внимания, поэтому они не хотят с вами играть. Если вы хотите узнать, как правильно заниматься с ребенком, какие основные потребности есть в каждом возрасте, какие 12 шагов нужно пройти ребенку, чтобы у него появилась красивая речь, приглашаю вас на свой бесплатный 3-дневный марафон. Ссылочка в описании, переходите. На самом деле у неговорящего ребенка первостепенный интерес – это предмет или какая-то игрушка. Они с ней манипулируют, они ее вращают, они ее изучают. Но коммуникация с родителями как таковой нет, потому что сперва у ребенка первый интерес – это какая-то предметная деятельность. Поэтому у деток очень мало контактов, например, в детском саду. Ребенок может играть в детском саду сам по себе, потому что он просто не знает, а как вступить в контакт с другим ребенком, потому что этот навык еще не сформирован, и его действительно нужно формировать. Он не вступает в коммуникацию ни с родителями, ни с партнерами в детском саду, потому что он не знает, как это сделать. Он находится на более низком уровне развития, пока только работа с каким-то предметом или с какой-то игрушкой. На самом деле деток нужно обучать
целенаправленно коммуникации и совместной игре, потому что этот навык сам по себе у многих ребят не формируется. И наша с вами задача родителей помочь в установлении вот этих взаимосвязей. На самом деле деток с особенностями речевого развития необходимо обучать игре. Только при совместной деятельности мама-малыш он освоит этот навык коммуникации и совместной игры. И потом этот отработанный навык он прекрасно уже будет использовать и в детском саду. Потому что иначе он не знает, как взаимодействовать ему с другим партнером. Виктория, а сколько в среднем минут играет неговорящий ребенок? На самом деле малыш может какой-то играть только 10-15 секунд. Он берет, например, предмет, смотрит, покрутил его и побежал. И поэтому я всегда предлагаю, давайте мы вместе с мамочкой будем играть и обучать ребенка. И даже иногда родители говорят, вот, другие дети 10-15 минут занимаются, а мой только несколько секунд. Если он начнет играть 2 минуты, у него улучшится концентрация, то это уже здорово. И с каждым разом этот интервал будет все удлиняться и удлиняться. Также есть основные правила, что если вы даете ребенку сложное, непосильное задание для него на данный момент, конечно, он его не сможет сделать. А если вы разбиваете это задание на маленькие части и отрабатываете кусочками, то ребенку будет легко, потому что каждый ребенок хочет быть успешным. А как сделать так, чтобы ребенок захотел играть? На самом деле, для того, чтобы ребенок играл, это у него должна быть сформирована мотивация. И мы ее с вами формируем. Но она базируется на таких высших психических функциях. Это память, логика, внимание. То есть сперва нужно развивать все эти моменты. Как раз таки на марафоне я и рассказываю эти основные шаги. Это кропотливая работа родителей. То есть просто так, из ниоткуда, ребенок не начнет играть, потому что должны сложиться очень многие факторы. Благодаря развитию высших психических функций у ребенка прежде всего формируется не только мотивация, память, логика, внимание, но малыш начинает и понимать обращенную речь, он начинает слышать, что вы от него хотите. И понятно, что когда ребенок понимает, что от него хотят, он большим интересом вступает в игру, в коммуникацию, и мотивация у него развивается. И длительность взаимодействия тоже увеличивается. А сейчас я покажу вам самые простые, но эффективные 3 игры, чтобы мама смогла легко поиграть со своим малышом. Первая игра. Вы берете любое домино. Я для образца сегодня принесла это просто с точками, с животными, с геометрическими фигурами. Либо вы можете взять любые рамки вкладыши. Например, сейчас мой ход, и вы ребенку говорите: жди. Я сперва похожу, а ты жди, а потом ты. Сделай свой ход, я делаю ход, ты делаешь свой ход. Таким образом у вас формируются партнерские отношения. Малыш понимает, что нужно подождать. Сперва, например, мама сделает ход, потом сделаю я. Это четкая структура нашего диалога. Когда сперва говорю я, ты подожди, а потом ты говоришь. Очень часто многие дети, вы видите, что только ты начинаешь что-то говорить, и они тут же уже начинают тебе отвечать. И всегда на занятиях я говорю: давай сделаем вот так, сперва я скажу, а потом ты ответишь. И именно благодаря вот таким партнерским играм у детей формируется база не только коммуникации, но и будущего диалога. Используйте различные варианты. Рамки вкладыши, доски Сигена, домино, различные резиновые коврики. Самое главное, чтобы у вас были партнерские вот такие движения. Один ждет, другой выполняет. Вторая игра – это развитие подражательной деятельности. Мы с вами знаем, что без подражательной деятельности, которая начинается с взаимодействия с одним, с двумя или с 3 предметами, не будет речи у ребенка. Потому что такое подражание? Сперва я в общей моторике подражаю, потом я взаимодействую с каким-то предметом, потом я укачиваю куклу, потом я работаю над артикуляцией, делаю тот же уклад, произношу тот же звук. То есть это все и есть подражательная деятельность. Так вот, например, берите любой предмет, начинайте с одного только. Сделай так же, как я, кати. Ребенок катит, ага, взаимодействие с одним предметом, научился. Потом подключаем второй предмет. Вы можете дать такой же комплект и ребенку. Кати, стучи, сделай так. И таким образом вы постепенно увеличиваете количество предметов, с которыми вы будете взаимодействовать. Таким образом ребенок понимает при многократном повторении звучащее слово и движение, которое он выполняет. У него подключается сразу логика, внимание
память. То есть я слышу, я запоминаю, что это за движение, и я его постепенно выполняю. И таким образом, начиная, как вы видите, с самых простых заданий, я не дала ему сразу вот такое задание, да, например, когда нужно повторить серию движений, потому что это сложно. Мы начинаем с маленьких этапов, самых простых заданий, которые может сделать каждый ребенок, даже если он у вас непоседа. Если вы хотите узнать более подробно, что же такое подражательная деятельность, переходите в описание, там есть ссылочка. Такой видеоролик у меня уже вышел на YouTube-канале. Третья игра – это будет игра с фонариком. Вы можете взять просто 2 листа. Первый лист, здесь у меня представлены, ребенок хорошо знает кого, членов семьи. Здесь у меня картинки, вы можете приклеить фотографии. Папа, мама, баба, деда, малыша. И возьмем схематичное изображение. Домик, елочка, солнышко, киса, все, что вам нравится. Сверху вы прикладываете второй лист, вырезаете, ламинируете, и у вас получаются вот такие карточки. Как я играю с детьми? То есть здесь у вас фотографии. Кто это? И ребенок: «О, деда! Правильно, это деда!» И он получает какой-то там мини-подарок или поощрение, или какую-то фишку-звездочку, либо просто вашу похвалу. Дальше. Что это? Например, у ребенка набор игрушек. Вы можете дать ему набор игрушек. Елочка, уточка, солнышко, то есть те предметы, которые вы запланировали с ним отработать. То есть таким образом у ребенка удивление, вы называете этот предмет, и он находит такой же предмет у себя и, например, ставит на эту карточку. Что это? Елочка, молодец. Он получает карточку. Ищи быстрее. А у тебя где елочка? Дальше. Что это? И ребенок, например, уже будет тянуть вам домик, потому что игры с фонариком любят абсолютно все детки. Дальше. Что это? И здесь вы можете использовать слова, легкие слова первого класса слоговой структуры, наподобие киса, пони, рыба, и ребенок с удовольствием будет вам подбирать такие же игрушки. Вот такие вроде бы простые игры, но на самом деле ребенку они не сложные, они интересны, и он всегда будет с вами с удовольствием сперва коммуницировать, развивать свою память, логику, внимание, будет подключаться эмоциональный фон. Только на этой базе у ребенка формируется мотивация и желание. И таким образом вы наконец-то увидите, что ваш малыш бежит к вам, он хочет с вами играть, он хочет с вами общаться. Все меньше и меньше он будет тянуть вас за ручку, и у него появится желание уже не только показать, но и произнеси: «Дай, дай, дай, мама, дай».